Я пришел вернуть Рим своему народу. Я пришел вернуть Рим моему народу. Гладиатор, фильм. Я не смотрел, но ему так. Сальве. С вами недовольный римлянин. Простите, забыл снять. В 2000 году под руководством Ридли Скотта на экраны кинотеатров выходит пеплум «Гладиатор». Фильм получил 5 Оскаров, среди которых лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший звук, лучшие эффекты. И о пятом мы поговорим чуть позже. Некоторые критики и зрители жаловались, что Рассел Кроу в фильме засветился в некоторых сценах в часах. Поверьте, часы это не самое страшное, что было показано в этом фильме. И да, речь в обзоре пойдет вовсе не о часах. И не о беспилотниках НЛО, и даже не про колесницы с закисью азота. Речь пойдет совсем о другом. Об истории. После выхода фильма в прокат обзор на него не делал разве что ленивый. И да, мне тоже не лень. Забегая вперед, следует сказать, что фильм повествует о смерти императора Марка Аврелия и правлении его сына Комода. По сюжету Комод и его сестра Луцилла приезжают к Марку Аврелию, дабы узнать, что ж там такое папаня объявит в своем будущем завещании. Но как гром и молния на пути мечты идиота, речь о Комоде, встает любимчик Марка Аврелия, военачальник с погремухой Максимус. На волне популярности фильма «Гладиатор» многие забыли о существовании такого фильма, как «Падение Римской империи», снятого режиссером Энтони Манном в 1964 году. Фильм для своего времени имел огромный бюджет в $20 миллионов. Фильм повествует о смерти императора Марка Аврелия и правлении его сына Комода. По сюжету Комод и его сестра Луцилла приезжают к Марку Аврелию, дабы узнать, что ж там такое папаня объявит в своем будущем завещании. Но как гром и молния на пути мечты идиота, речь о Комоде, встает любимчик Марка Аврелия, военачальник с погремухой. Стоп! Погодите-ка. Совпадение, не думаю. Таким образом, фильм «Гладиатор» можно считать спин-оффом к фильму «Падение Римской империи». И раз так, предлагаю разобрать ляпы одновременно в обоих фильмах и посмотреть, где исторические события отображены более достоверно. Ну что ж, леди и джентльмены, мальчики и девочки, поехали! Итак, камера, мотор. Но прежде небольшое отступление. Придя к власти, Марк Аврелий сделал своим соправителем Луция Вера, женив его на своей дочурке Луцилле, и послал его... нет, не туда. Послал его на войну с Парфией, где тот эпически бухал. По мнению некоторых историков, именно в этой войне погиб 9-й легион, находившийся под командованием Севериана в Элегее на территории Армении. По некоторым сплетням поговаривали, что Марк Аврелий был причастен к смерти Луция Вера, а другие, что его траванула любимая женушка, доченька Марка Аврелия Луцилла. Фильм стартует с текста на экране, что зимой 180 года война против варваров в Германии подходила к концу. Критики часто заявляли, что римляне не воевали зимой. Да, действительно, римляне пытались не проводить наступательных кампаний на территорию противника в зимнюю пору. Но в случае защиты своих границ от нападения варваров, воевать зимой и либо же ранней весной им все же приходилось. Несмотря на то, что европейские границы проходили вдоль течения Рейна и Дуная, которые сами по себе были существенными преградами, а с весны по осень их патрулировали военные корабли, зимой реки, о ужас, периодически замерзали. По льду группы варваров переходили границу, и вы не поверите,
Они вовсе не собирались устраиваться нелегально на работу. Дело было куда веселее. Они бегали грабить. Что с одной стороны способствовало созданию дополнительных рабочих мест в армии, а с другой заставляло армию зимой по морозу гоняться за этими толпами нелегалов. Кстати, иногда нелегалы сами навешивали люлей своим преследователям. Поэтому зимой для армии работенки периодически хватало. Вспомнить хотя бы битву на замерзшем Дунае, когда Марк Аврелий разбил войско сарматов. Но перейдем к упомянутой Германии. В реальности Марк Аврелий проводил свою последнюю военную кампанию на Верхнем Дунае. Умер Марк Аврелий в 180 году в легионной крепости Вендабоне, нынешней Вене. В принципе, технически ее тоже можно назвать Германией. С натяжкой, большой натяжкой, но можно. Потому что там римляне все-таки тоже воевали с германцами. Маркоманами, маркоманистыми германцами. А что же в падении Римской империи? Закадровый голос изначально сообщает нам, что Марк Аврелий ведет войну с варварами вдоль Дуная. Уже один плюс в пользу фильма 1964 года. И сразу переходим к матчасти. И буквально в первых же сценах нас встречают ляпы. Черт его побери, почему у кавалеристов в руках орлы, знамена легионов? В кавалерии имелись свои собственные знамена, имевшие другую форму. Существовали сигнумы, которые носили конные сигниферы, знаменосцы небольших отрядов, турм, и векселарии, знаменосцы ал, конного аналога легионной когорты. Но несмотря на ляп с орлами, мы тут же видим превосходно сделанного драконария, знамя, используемое в римской кавалерии со времен императора Адриана. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Изначально подобное знамя широко использовалось в конных играх и на парадах, а затем вошло в употребление на поле боя. Драконарий был заимствован римлянами у дакийцев или сарматов после военных соприкосновений с ними. Также его аналог использовался парфянами. Изначально он представлял собой голову небесного пса, а у дакийцев олицетворялся с головой волка. Римляне же адаптировали его под изображение дракона, то есть змея. На скаку воздух попадал в пасть дракона и выходил через отверстие в конце матерчатого хвоста, при котором издавался свист, что могло деморализовать противника. В итоге получается, что дракон свистел через задницу, согласно изобразительным источникам. Подобные знамена просуществовали вплоть до времен правления Карла Великого. Заслуживают похвалы и нормальные овальные щиты, действительно применяемые как во вспомогательной, легионной, так, возможно, и в претарианской кавалерии. Надо отдать должное создателям фильма, что они не поленились воспроизвести действующие модели римской полевой артиллерии, анагры и скорпионы. Со слов Вегеция, на каждую центурию полагалось карабалиста, торсионное орудие, часто размещенное на повозке за рядами пехоты, и вело огонь поверх голов собственных пехотинцев. На каждую же когорту полагалось по одному анагру. Неясно, насколько сильный урон в живой силе наносили метательные машины, но одно известно точно, что деморализирующий эффект был ощутимым. Правда, имеются замечания к снарядам самих скорпионов, стреляющие в реальности большими болтами, наподобие арбалетных, а не китобойными гарпунами. Также в фильме вся эта артиллерия сведена в единые артиллерийские батареи, как во времена Наполеона. В реальности же метательные машины использовались не столько для прорыва строя вражеской пехоты, сколько для поддержки собственных пехотинцев, располагаясь равномерно по фронту за рядами собственной пехоты. И вот главный герой идет по траншеи Первой мировой войны? Считайте, с этого момента начался полный пиздос. Блядь, что это? При виде этого пиздеца ощущение только одно.
На головах у легионеров шлемы типа «лютый пиздец». С самого начала возникает впечатление, что их делали безрукие китайские дети-рабы, ослепшие с рождения и лишенные каких-либо чувств осязания. Шлемы имеют цельные с куполом козырьки. На куполе идет цельная со шлемом тонкая железная каистовина. Да, имеется находка шлема итало-императорского типа H, в самый раз подходящая на период маркоманских войн Марка Аврелия. Но сравните это и это. Хотя, на кой хер я вообще пытаюсь найти связь с реальными историческими прототипами? Это же просто переделанные строительные каски. Удивительно, но в фильме 1964 года создателям удалось создать относительно неплохие для тех лет реплики шлемов, напоминающие реальные прототипы итало-императорских шлемов типа H и более ранние находки. Повторяю, неплохие для 1964 года, а не для наших дней. Да, и нащечники. Если ваши глаза все еще не лопнули от увиденного, вы только посмотрите, отчего они, мать его, защищают. Он, не снимая шлема, даже щеки себе почесать может. Вот фото нормального шлема. А вот дичь. Снова посмотрите на нормальный шлем. А теперь опять на эту дичь. Да, это пиздец. Даже в дешевой пародии на гладиатора смогли сделать лучше. Отсосно, но все же лучше. Господи, во что я одет? Это сегментаты с ровными пластинами на пузе? Господи, я до сих пор в шоке. По сути, сегментный панцирь является визитной карточкой римского легионера, которую киношники суют куда надо и куда не надо. Но посмотрите на их пузо! В лорике-сегментате пластины имели форму своеобразного полумесяца, которые при помощи ремней крепились внахлёст, создавая своеобразную гармошку. Одна гармошка прикрывала левый бок, а вторая — правый. На пузе и на спине по центру обе половины соединялись между собой при помощи крючков и ремней. Таким образом, доспех полностью закрывал корпус как по центру, так и по бокам. А эта хрень от чего защитит? Его же бока попросту открыты. Его с таким доспехом любой гопник в бочину пырнет. Такое невозможно развидеть, да? Невозможно. Кошмары будут сниться вечно. Подобные ляпы допустимы для фильмов 30-х годов. Дескать, наука еще не все знала, да и не было находок прямых. Но не в конце 90-х годов, когда имеется достаточно обширная база археологических находок и изобразительных источниках, где даже умственно отсталый поймет правильное устройство брони. Хотя бы на колонну Трояна бы или Марка Аврелия посмотрели бы. Да художники в 18 веке об этом знали. А что если не закупили партию сегментат, им сделали все правильно, но ответственные по реквизиту были настолько тупыми, что все перепутали? А что если сборку получили детям с синдромом Дауна? Я горжусь Ридли Скоттом за то, что он предоставляет рабочие места умственно отсталым. Спасибо тебе, Ридли. Хотя даже умственно отсталые, наверное, бы собрали лучше. В Астериксе и Обеликсе сделали лучше. В комедии, блядь, для детей! А что же в падении Римской империи? Тут, по правде говоря, не намного лучше. В некотором смысле можно даже сказать печальней. Некоторые из воинов, выступающих в роли боевых гладиаторов Комода, одеты в ужасные боевые лифчики, наподобие тех, что носили сомниты в 4-3 веках до нашей эры. Щиты вообще полнейший трэш. Правда, на марше римские воины всегда хранили свои щиты в чехлах, которые снимались только перед битвой, либо перед парадом. Возможно, что авторы хотели показать именно щиты в подобных чехлах. Уж к чему в фильме подошли серьезно, так это классическим полуцилиндрическим скутумом.
Размер таких щитов составлял около 102-109 см в высоту и около 82 см в ширину по хорде. Делался он из 2-3 слоев клееного шпона и чаще всего обтягивался холстом и кожей. Как и показано в фильме, такой щит имел латунную, либо же кожаную окантовку и усиливался по центру умбоном из медного сплава, либо же железа. Впрочем, об этом стоит запилить отдельный ролик. Ну и да, касательно защитного вооружения легионеров в целом. Лорика сегментата была не единственным видом защитного вооружения легионеров. В легионах наравне с сегментатами были распространены кольчуги и чешуйчатые панцири. Поэтому атаки клонов, как это присуще современным армиям, с относительной унификацией в римской армии не было. В составе одной центурии могли присутствовать легионеры, облаченные как в кольчуги, так и в сегментаты. Но если вы думаете, что это все, вы ошибаетесь. Вы не видели этого. Ужас далеко не в том, что офицер надел сегментный доспех. Обратите внимание на пояс, который он надел на уровне груди под мышками. Костюмер решил, что это лифчик. Подобные пояса применялись для фиксирования двух половин мускульного панциря, в которых часто изображают императоров и старших командиров. А эта дичь что фиксирует? И почему она вся перекосоебена? Насколько же костюмеру и режиссеру было похер, выставляя военных, а главное командира, в образе чмыря? И за эту всю херню фильм получил от киноакадемии Оскар за лучшие костюмы? Пидорасы ебучие! Правильно, какой там Оливер Стоун, который при съемках Александра привлекал реальных военных историков для воссоздания вооружения и предметов быта данной эпохи, и отправивший массовку в военный лагерь, где под надзором историков и военных они отрабатывали с ними строевую подготовку по всем канонам македонской армии времен эллинизма. Где ты надыбал этих обдолбанных торчков? Вот виновница всего этого торжества. Знакомьтесь, главный дизайнер по костюмам Дженти Йец. Сучара! Может, она специалист в постановке пеплумов? Давайте же узнаем. Плохое поведение, англичанин, который поднялся на холм, а спустился с горы, 1995 год, Джуд, 1996 год, Планкет и Маклейн, 1999 год, а после Гладиатор, Царство Небесное и Робин Гуд. Главная вина лежит на Ридли Скотте, который, в отличие от того же Оливера Стоуна, поручил работу дизайнерам, а не профессиональным историкам, которые бы все сделали, как минимум бы не хуже. Собственно, он сказал сделать дизайнеру пафосную хуйню, она и сделала пафосную хуйню. И нет, это не фильм 60-х годов, когда и конструкция, и археология находилась на куда более низком уровне. К началу 2000-х годов уже были давно опубликованы работы Рассела Робинсона, Майкла Бишопа, Маркуса Юнкельмана. Зачем читать? Зачем что-то рассматривать? Неважно, какую хуйню мы натянем на актеров, и что во всем этом они выглядят как клоуны. Главное, чтоб пафосно. Ты молодец. Чё? Ну и да, куда же без измазанных дерьмом солдат? Ведь именно так, по мнению режиссеров, должны выглядеть военнослужащие. Какая там дисциплина, санитария там какая-то. Шутка ли вспомнить хотя бы эпизод из Первой мировой войны, когда в британской армии сержанты заставляли рядовых солдат чистить свои пояшки до блеска. Солдаты, выдвинуть катапульты вперед, а то они не достают. Достают. Угроза кавалерии. Допустимо. В следующий раз отодвинем кавалерию немного назад. Сразу видно, ответственный военачальник. В принципе, радует, что мечи висят на правом боку, как это и должно быть.
На удивление неплохо показаны тяжелые дротики-пилумы с дополнительными утяжелителями, изображения которых можно встретить на более ранних метопах трофея Трояна и рельефах с преторианцами. Можно сказать, что сделано по ГОСТу. Хотя, возможно, в оригинале сами яблоки делались из свинца. Что до Центурионов, то это полный пиздец. Все как в пеплумах 60-х годов с ирокезом на шлеме, вместо правильного поперечного плюмажа. Прости, Квиндий, я буду по тебе скучать. На протяжении всего фильма нас преследует ляп, в котором виноват не Ридли Скотт, не сценарист и даже не костюмер. А речь идет о наших любимых переводчиках. В латинском языке прозвище «Максимус» имеет окончание «ус», которое при транслитерации на русский язык исчезает, и поэтому правильно «Максим». Ну что ж, перейдем к одной из самых зрелищных сцен фильма «Битвы с германцами». Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Вождь племени похож на бомжа из подворотни. Это, мать его, вождь. Как он с такой внешностью вообще вождем-то стал? Называют лешим, отшельником или еще как-нибудь почище. Понятно, что он варвар, но это не было дикое быдло, живущее на помойке. Сам он должен быть одет в лучшее снаряжение и лучшую одежду, которая ему только доступна, а окружать его должна личная дружина, состоящая из отборных воинов и находящаяся на его полном обеспечении. Внешне богатый вид, золотые украшения и, главное, дорогое оружие было показателем статуса и знатности, которым пытался похвастаться вождь. Показаться в таком виде перед своими людьми, да еще и врагом, было бы стыдно для вождя. И да, конечно же, бросается ляп при монтаже. Битва еще не началась, а стрелы уже воткнуты в землю и щиты варваров. У одного из массовки вообще шлем из какого-то черепа. Кто-нибудь скажите мне, что это за ужас? Конан Варвар приехал на сезонные заработки. Господи боже! Это что за клоуны? Это что за пидоры? Что это? Что за пикник плюшевых медведей? Это не войско германцев, это орда бомжей, проснувшихся с похмелья. Одежда германцев не выглядела как рубище. Среди германцев, собственно, большое распространение имели рубахи. Интересным примером являются рубаха и штаны из Торксбергского болота. Это была вполне приличная рубаха с манжетами и украшением в виде тесьмы, о чем, я думаю, мы со временем поговорим отдельно. Не исключено, что в зимний период римляне не прочь были и сами поносить подобную одежду. Как минимум римская вспомогательная кавалерия ее уж точно использовала. Одеяние германцев при деньгах часто выглядело как настоящая цыганщина. Сочетание несочетаемых между собой ярких цветов. Если на это правда были деньги. В руках у них набор всевозможного хлама в качестве щитов и оружия. Касательно щитов, в большинстве случаев это были ростовые большие щиты, ромбовидной, прямоугольной, либо овальной формы, усиленные по центру умбоном и расписанные всевозможными узорами. А теперь посмотрите на этого кренделя. Что это за хрень? Щит с 4 умбонами? Даже во «Вспомнить все» такого мутанта не было. Разумеется, с доспехами у германцев было туговато. Шлемы, мечи, кольчуги – все это могли позволить себе только вожди и их личные дружинники. Не исключением, конечно, были и трофеи с последующим варварским тюнингом. Самыми массовыми видами наступательного вооружения были копья и дротики. Будучи максимально дешевыми и эффективными, они были доступны для простого племенного ополчения, а следовательно, были и самым массовым видом наступательного вооружения у германцев. Что до падения Римской империи, то там вообще впечатление, будто германцы только что из пещеры выползли, оттаив из ледников каменного века. Даже Вендала из 13-го война выглядят цивилизованней. Периодически в фильме мелькают вексиллумы и сигнумы с изображением льва и надписью «Феликс 3».
Третий? Что третий? Третий сезон сериала? Нет, намек на третий легион Феликс. Собственно говоря, третьего легиона Феликс, то есть третий легион Счастливый, никогда не существовало. Вместо него существовал так называемый четвертый легион Феликс, сформированный Веспасианом взамен четвертому скифскому легиону. И эмблемой четвертого легиона Феликс был лев. Возникает вопрос, почему цифра 3, почему не 4? Сценарист не умел считать? Дай ему пощечину и отправь в школу, он просто невыносим. Объяснение этому довольно простое. Вероятнее всего, что увидев оригинальную надпись «Легиона Феликс», авторы перепутали тройку с четверкой. Собственно говоря, вы спросите, а почему? Как так можно было? Ведь римская тройка и четверка, они же между собой совсем не похожи. Но на это есть свое простое объяснение. Дело в том, что изначально цифра 4 в том виде, в котором мы ее привыкли видеть, а именно пятерка, перед которой стояла палочка, в античности не существовала. Привычная нам пятерка появляется значительно позже. Вместо нее римляне писали просто 4 палочки. Авторы не догадались и четверку спутали с тройкой. Порядок написания слов на знамени также указан с ошибкой. Вначале писался номер легиона, а уж затем его почетное прозвище. К примеру, легион 1 Италика. Несмотря на критику в адрес фильма, что меня действительно порадовало, так это восточные вспомогательные лучники. Некоторые из критиков жаловались, что, мол, они сделали лучников, опираясь на ассирийские рельефы. В реальности это одно из немногого, что более или менее неплохо показано в фильме. Да, с отвратительным исполнением. Но все же, по сравнению со всем остальным, что показано в фильме, а именно другими военнослужащими римской армии, относительно неплохо. Они облачены в кольчуги, на головах надеты конические шлемы, а в руках у них композитные луки, или как минимум закос под них. Подобный внешний вид подтверждается изобразительными источниками. Когорты вспомогательных лучников набирались, как правило, среди уроженцев восточных провинций, народов, приученных к использованию данного типа оружия, и, как нетрудно догадаться, отличались своими региональными особенностями в вооружении. Относительно неплохо показано и расположение лучников на возвышенности за рядами пехоты. Таким образом, стрелки были неплохо защищены от внезапных атак противника, а возвышенность позволяла им вести стрельбу поверх голов собственных тяжелых пехотинцев. Несмотря на свое отвратительное исполнение, эти изделия пытаются передать суть геометрии шлемов, используемых лучниками. Даже сломанные часы дважды в день показывают верное время. Но у меня есть вопрос. К сожалению, если в Центурионе мы могли наблюдать довольно неплохо изготовленные кольчуги, здесь ужасное крупное плетение колец, через которое можно, наверное, палец просунуть, в противовес реальным римским кольчугам с довольно мелким диаметром колец. И вот она, адская дичь. Суспензорий. Что это? Боевая юбка? С ностальгией вспоминаю, как это было показано в Центурионе. И как это выглядит здесь. Они взяли нормальные поясные накладки на середину 1 века и нацепили их на суспензорий. Браво! Они эти суспензории нацепили даже на всадников. Интересно, как они их только в седло-то посадили. Кстати, о коннице. Тут все в лучших традициях Голливуда. Как обычно, всадники в стременах ездят в непонятных кастрюлях с большими назатыльниками для удачного перелома шеи. И да, как и в Центурионе, кавалеристы снова облачены в тупейшие сегментаты. Если это, конечно, можно назвать сегментатами. Только если в Центурионе это были относительно качественные реплики пехотного, наступательного и защитного вооружения, то в Гладиаторе это больше похоже на костюмы для детских утренников.
Более подробно о снаряжении конницы можно посмотреть в первой части обзора на фильм «Центурион». Находясь в седле, в бою всадник стоит выше пехотинца, что дает кавалеристу преимущество над пехотой, а именно, при помощи копья и дротика успешно наносить удары сверху вниз, в незащищенные щитом и доспехами места. Подобные сегментные наплечья попросту мешали бы всаднику работать этими видами оружия в бою. Интерес представляет рельеф из Орлона, где по одной из версий всадники на кольчугах имеют сегментные наплечники. Тем не менее, этому есть несколько объяснений. Изображенные оплечья могут являться либо фантазией художника, либо же неправильной интерпретацией изобразительного источника, на котором могут быть изображены классические кольчужные оплечья, применяемые пехотой и конницей со времен республики. Само собой, без косяков в кавалерийском снаряжении не обошлось и в падении Римской империи. Периодически нам демонстрируют конных музыкантов. Собственно, за исполнение самих труб, воссозданных на основе находки из Помпей и ряда изобразительных источников, претензий нет. Здесь же показан пехотный аналог. Вы можете спросить, а что объединяет фильм «Гладиатор» и вышедшее годами позже «Царство небесное»? Знакомьтесь, зрители, это кавалерийский налобник. Налобник — это зрители. Налобник у коня Максима оказался живучим, и мы можем наблюдать его уже в другом шедевре Ридли Скотта «Царство небесное» на лбу коня короля Иерусалимского Балдуина IV. Думал, мы не заметим. Заметили. Кстати, сам налобник срисовали, скорее всего, с конского готического доспеха конца 15 века. На копьях у кавалеристов виднеются непонятные вымпелы. Каждая турма, кавалерийский отряд от 24 до 32 всадников, имел собственного знаменосца – сигнифера. Если они хотели показать знамена, то во времена Марка Аврелия в кавалерии уже применялись вышеупомянутые драконарии, вставь которые в этот эпизод фильма, он выглядел бы в миллион раз эффектней. Возможно, что драконарий попросту путался в лесной чаще, что мешало производственному процессу. Римская кавалерия в данный период не шла в бой монолитной стеной. В основном римская конница строилась отдельными турмами глубиной в 3 шеренги каждая, вероятно с декурионами и знаменосцами впереди. В отличие от тех же «Игр престолов», «Ведьмаков» и прочих фэнтези, сценарист и Ридли Скотт хотя бы продумали адекватный план битвы. Как минимум, он не выглядит абсолютно идиотским. Собственно, план таков. После артподготовки пехота пошла в атаку, сковав противника боем, а конница, в свою очередь, нанесла внезапную атаку в тыл. Стоит сказать, что в данный период роль кавалерии начинает все больше возрастать. К примеру, кавалерийские атаки в тыл и во фланге противника любил использовать Септимий Север, который таким образом выиграл одну из крупных битв гражданской войны. Но, увы, и тут не обошлось без ляпов. Претензии, увы, к самим боевым порядкам. Наступление римской пехоты больше напоминает психическую атаку капелевцев. Показанное в фильме построение из 2 шеренг при атаке противника будет немедленно прорвано. Кроме того, центурии на поле боя довольно редко применялись как абсолютно автономные боевые единицы. В это время они, как правило, действовали в составе когорт из 480 человек, строившихся по 3 центурии по фронту и по 2 центурии в глубину. Господи, что это? Как он это надел? Он что, думал, что это пилотка? Господи, я понимаю, что надеть командиру такое на голову – это западло. Но куда смотрел костюмер? Куда смотрел режиссер? Оператор случайно включил в этот момент камеру, а вы это влепили на монтаже? Господи, да это не выглядит круто. Впечатление такое, что он просто надел на голову туалетный горшок, и тот оказался ему маленьким. Слушай, чем дальше, тем лучше.
Несмотря на наличие пилумов, тяжелых метательных дротиков, практически ни в одном фильме римляне их так и не метают. Что до атаки конницы через лес, то такой маневр довольно рискованный. Во-первых, отрядам будет трудно держать строй. Во-вторых, некоторые из конных отрядов могут сбиться и заблудиться в лесу. В-третьих, отряды могут наткнуться на поломанные деревья, упавшие деревья, пеньки, ямы, овраги, что приведет к небоевым потерям из-за переломанных копыт лошадьми. Также кони наматывают огромные круги вокруг поля боя, из-за чего к назначенному месту атаки отряды пойдут дезорганизованными. Что тут скажешь? Охуенная идея. Германцы пошли в атаку. Ой, простите, не то. Тут костюм аутентичней. Впрочем, если до прибытия подкрепления противоборствующие стороны соблюдали хоть какую-то видимость строя, с приходом Максима битва превращается в боевую оргию, где воины из боевых отрядов разбиваются попарно и без соблюдения какого-либо строя начинают кромсать друг друга до последнего человека. До прихода Максима было лучше. Это больше напоминает дворовую поножовщину в доспехах. Простите за слово «доспехи». В реальности пехота так не воевала. По сути дела, это было противостояние стенка на стенку, как можно с большей глубиной строя пехотинцев. Делалось это для того, чтобы противник не мог его прорвать. А если такое происходило, то начиналась массовая паника в задних рядах, когда противник начинал резать людей, расположенных позади строя, что могло привести к бегству с поля боя. Собственно говоря, во время бегства и происходила большая часть потерь, когда кавалерия победителя преследовала противника, убивая всех тех, кто не успел спрятаться от преследователей. Радует, конечно, что всадники вооружены спатами, длинными кавалерийскими мечами, как это и было в действительности. На фоне всего перечисленного, мужик с викингушным топором Бродексом уже просто не вызывает удивления. Знамена тупо воткнуты в землю, которое тупо никто не охраняет. Про наказание за утрату знамен и их религиозное значение для римских солдат все резко забыли. Наши побеждают, и на сегодня с дозой трошака окончено. На этом заканчивается первая часть обзора. Всем удачи, валы, а я пойду пить корвалол.